Сорт Limelight. Что именно делает его такой легендой в садовом мире? Ключевой момент здесь — это какая-то невероятная, просто фантастическая надежность. Limelight стабильно и прекрасно цветет в абсолютно любую погоду. Дождливое лето, прохладное, невыносимо жаркое — ему все нипочем. Причем цветы появляются равномерно на всех побегах. Сами соцветия формируются исключительно плотными, тяжелыми. Добавим сюда сочную высокодекоративную зеленую листву, высочайшую морозостойкость зимой. В общем, это идеальное растение, которое поразительно снисходительно относится к новичкам и прощает массу ошибок. С одной стороны видны эти плотно набитые, тяжелые конусовидные шапки, а с другой — невероятно сочная, прямо вибрирующая зеленая листва. На фоне таких насыщенных листьев лаймовые соцветия смотрятся особенно выигрышно. Отдельно поражает то, как формируется сам куст. Цветение получается 100% равномерным по всему объему. Растение буквально усыпано цветами, никаких пустых проплешин или редких мест. Каждая сильная, крепкая ветка работает на общий роскошный результат. А вот и важнейшее качество для наших широт — морозостойкость. Limelight без малейшего труда играючи переносит самые суровые зимние морозы. Более того, с каждым годом, по мере взросления, куст становится только крепче и надежнее. Так что можно смело забыть про все эти танцы с бубном и сложное многослойное укрытие на зиму. Сейчас, в период активного цветения, гортензиям жизненно необходимы два элемента. Первое — это калий для обильного цветения и закладки почек на следующий год. Второе — фосфор для мощных корней. А вот азот сейчас категорически, просто абсолютно под запретом. Если дать азот, растение моментально погонит зеленую массу, и вместо цветущего великолепия мы получим просто огромный куст салата. Нам это совершенно не нужно. Чем же именно лучше поддержать растения? Отлично подойдут комплексные летние удобрения с пометкой «для цветущих». Если вдруг заметили пожелтение листьев, сразу берем хелат железа, он прекрасно работает. Также не повредит слабый раствор марганцовки. И, конечно, не забываем про подкислители. Обычная лимонная кислота или молочная сыворотка помогут сохранить нужный уровень кислотности почвы. Для гортензии это, как известно, вопрос жизни и смерти. Но есть одно золотое нерушимое правило внесения любых добавок. Шаг первый — нужно очень обильно пролить куст простой водой. И шаг второй — вносить удобрения строго во влажную почву, лучше на следующий день. Этот порядок нарушать категорически нельзя, иначе корни получат сильнейший ожог и растение будет долго болеть. Нужно четко понимать, Limelight — это очень-очень крупный сорт. Массивный куст легко вымахивает до 2, а то и 2,5 метров как в высоту, так и в ширину. На маленьких участках это требует очень тщательного планирования. И вот парадокс. Этот огромный великан держится на весьма поверхностной и высокочувствительной корневой системе. Поэтому пересадить взрослый куст потом будет невероятно сложно. Место нужно выбирать сразу и навсегда. Еще один существенный минус — это крайняя чувствительность к извести в почве. Известь моментально провоцирует хлороз. Это то самое опасное пожелтение листьев, при котором гортензия теряет весь свой шикарный вид и начинает чахнуть. Так что за составом и кислотностью грунта придется следить в оба. Ну и обратная сторона медали наших фантастически красивых соцветий. Они невероятно тяжелые. В сильный дождь или при шквалистом ветре эти массивные напитавшиеся водой шапки могут элементарно надломить побеги. Так что на открытых ветреных участках кусту обязательно потребуются физические опоры или круговая подвязка. Но, несмотря на все это, Limelight остается просто потрясающим, феноменальным выбором. Это действительно беспроигрышная классика для любого сада, которая стабильно, из года в год вознаграждает за минимальный уход по-настоящему роскошным результатам. Обязательно смотрите другие материалы в нашем специальном плейлисте. Там подробно разобраны такие великолепные сорта, как Vanilla Fries, Phantom, Summer Snow и Red Wings.